Одним из самых интригующих моментов в трейлере фильма «Черная вдова» было появление Дэвида Харбора в необычном красном костюме. Звезда сериала «Очень странные дела» уже играл одного из значимых комикс-героев – Хеллбоя. А теперь он дебютирует в киновселенной Марвел в роли Красного Стража. Вероятно, те, кто плохо знаком с комиксами, удивлялись, почему это Дэвид Харбор втискивается в костюм, который очень сильно напоминает форму Капитана Америка Стива Роджерса, только выкрашенную в красный цвет. На самом деле это совпадение не случайное, и в этом видео мы попробуем с этим разобраться. Что еще нужно знать об этом союзнике Наташи Романовой? Есть ли у него суперсилы, как у Капитана Америка, и что он имеет в виду, когда говорит в трейлере о воссоединении семьи? Это намек на какую-то кровную связь между ним и Черной вдовой? Давайте разберемся. С вами Зона комиксов, меня зовут Николай, и я хочу рассказать вам о Красном Страже. Погнали! В грядущем фильме «Черная вдова» Дэвид Харбор играет Алексея Шестакова, который был создан сценаристом Marvel Роем Томасом и художником Джоном Бушем. В комиксах он представлен заслуженным советским летчиком-истребителем времен Второй мировой войны. Его выдающиеся боевые навыки и опыт в шпионаже, а также преданность делу КГБ позволили ему пройти специальное обучение и стать Красным Стражем, советским ответом Капитану Америка. Так же, как и с американским коллегой, звание Красного Стража – это переходящий титул. Он передается из поколения в поколение, и каждый Красный Страж носил красно-белый костюм со звездой на груди. Интересно, что несмотря на то, что Алексей Шестаков впервые появился в комиксах в 1967 году, и для нас он является первым Красным Стражем, хронологически первым Красным Стражем был Алексей Лебедев. Он носил этот титул в 40-х годах, а в комиксах он впервые появился только в начале 90-х. Красный Страж, как и Капитан Британия в Соединенном Королевстве, является одним из немногих героев, который в своей стране был вдохновлен Капитаном Америка. Однако, хоть они и во многом похожи, Красный Страж не является точной копией Капитана Америка. Как сказал Тони Старк, все способности Стива Роджерса вышли из пробирки, но способности Красного Стража – это результат кропотливых тренировок, а не научного эксперимента. Помимо отсутствия суперсилы Капитана Америка, Красный Страж также пользуется другим оружием. Вместо щита Алексей использует небольшой диск, располагаемый на поясе и оснащенный магнитами, которые позволяют ему возвращаться назад после броска. А первый Красный Страж, Алексей Лебедев, вообще пользовался простым пистолетом. В трейлере фильма «Черная вдова» мы видим, как Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора сообщает Наташе Романовой, Елене Беловой и Милене Востоковой о воссоединении семьи. Я думаю, что не стоит понимать это буквально, но нужно понимать, что в комиксах отношения Алексея и Наташи были довольно-таки глубокими. До того, как стать костюмированными героями, Алексей Шестаков и балерина Наташа Романова были мужем и женой. Но Алексею пришлось расстаться с женой, когда он начал тренироваться для того, чтобы стать Красным Стражем. А Наташе вообще сообщили, что Алексей погиб на очередном задании. Спустя некоторое время Наташа Романова получила имя «Черная вдова», а потом и вовсе стала членом Мстителей. И когда волею судеб ей пришлось столкнуться на поле боя с Красным Стражем, она в ужасе осознала, что это никто иной, как ее давно погибший муж. В комиксах Marvel Алексей Шестаков больше всего известен как Красный Страж, костюм которого он носил несколько десятилетий. Однако был в его карьере момент, когда ему пришлось примерить новый, черный золотом костюм и освоить новые виды оружия – самурайский меч и нунчаки. В 2011 году Алексей Шестаков стал Ронином. Это имя, как и имя Красного Стража, примеряли на себя несколько героев Marvel, в том числе Хоукай Клинт Бартон. Мы, кстати, могли его видеть в фильме «Мстители. Финал» в исполнении Джереми Реннера. Алексей стал третьим человеком, кому довелось носить имя Ронин. Хоукаю и Черной вдове пришлось отправиться в Японию, чтобы найти базу Общества Темного океана, организации, которая была причастна к гибели агентов Щита. И там они выяснили, что главой этой организации является Ронин Алексей Шестаков. И да, ему снова пришлось сразиться со своей бывшей женой. Такие уж у них отношения. В комиксах Marvel Красный Страж довольно серьезный персонаж, так что мне не совсем понятна комичность, которую его показали в трейлере. Будем надеяться, что тот образ, который получился у Дэвида Харбора, будет не сильно отличаться от характера Алексея Шестакова из комиксов. В любом случае, все секреты русского Капитана Америка совсем скоро раскроются в фильме «Черная вдова». Идем в кино? А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!